Приветствую вас на канале Гаражный Бездельник. Сегодня будем менять стойки стабилизатора или тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Еще их называют косточки. Вот такие. Отдам ключом машину, снимаем колесо. Колесико кладем под порог автомобиля для безопасности. Вот она, эта стойка стабилизатора. Значит, одной стороной она крепится к проушине на гидравлической стойке, а второй стороной она крепится на стабилизатор поперечной устойчивости. Заменить их самостоятельно обычно не вызывает проблем. Но есть одна сложность. Это именно открутить гайки крепления. Бывает очень проблематично. Ржавеет в этом месте, прикипает резьба. Вот рассмотрим несколько способов борьбы с прикипевшей гайкой, с прикипевшей резьбой. Проблемы возникают такие, что при откручивании вот этой гайки резьба очень тугая, заржавевшая, вращается и сам палец. И ничего с этим поделать невозможно. Значит, в самом пальце у нас есть отверстие под шестигранник. Бывает под торкс, чтобы держать этот палец и крутить гайку. Но часто так бывает, что усилие слишком велико и обходится этот шестигранник или торкс. Есть варианты стоек, где вот здесь вот есть грани под рожковый ключ. Тоже как вариант, ну, тоже не всегда стопроцентно спасает. Сразу раскрою мой секрет, которым я пользуюсь. Я всю оставшуюся резьбу занимаю второй гаечкой. То есть у меня здесь накручено две гайки, чтобы всю резьбу защитить от внешнего воздействия, чтобы туда не попадала влага. Пробуем откручивать. Все хорошо, палец стойки не вращается. Но это как раз говорит о преимуществе именно моего способа. Так вот. Вот в этот момент обычно гайка не вращается. То есть здесь есть какие варианты? Тщательно чистим вот эту резьбу. Или ручной щеткой, или лучше даже механической. Механической щеткой будет гораздо качественнее. У меня есть вот такая вот бормашинка на пневмоприводе со щеткой. В принципе, ту же самую щетку можно поставить на электрическую дрель. Разницы никакой. Главное — эффект очистки. Если этот процесс не помог, тогда воспользуемся химией. Про стандартную ВДшку я вам рассказывать не буду. У меня здесь самодельная жидкость по принципу ВД-40 в бутылочку намешана. То есть здесь растворитель, чтобы растворял все подряд. Дальше у меня здесь добавлен керосин. Керосин, чтобы проникал везде. И АТФное масло. АТФное масло тоже хорошо все отъедает и везде проникает. То есть можно замачивать. Эффективность ничуть не ниже, чем ВД-40. А себестоимость
близится к нулю по сравнению со стоимостью ВД-40. Замочили, ожидаем несколько минут, пробуем. Если не помогло, дальше в ход пойдет тяжелая артиллерия, химическая. В моем варианте это уксусная кислота, 70%. Мировая штука. Также сделана бутылочка с леечкой, ну здесь аккуратнее. Глаза особенно, ну и рукавицы и одежду тоже прожгет. Так что будьте осторожны с кислотой. Но зато вещь вообще отъедает практически все подряд. Всю ржавчину так точно. Следующий способ борьбы с прикипевшими гайками — это газовая горелка. Самая маленькая газовая горелка продается на Алиэкспресс. Буквально стоила рублей 300. Заправляется с обычного газового баллончика за 60 рублей. Прозрачная, чтобы было видно наличие газа. Выбрана специально самая маленькая горелочка для того, чтобы не повредить никакие другие детали. То есть греть только гайку. Обычно даже сильно прикипевшая, заржавевшая гайка после хорошего прогрева пламенем все равно открутится. Ну и никто не отменял болгарский ключ. Просто разрезать эту гайку болгаркой или перерубить ее зубилом, если нет электричества и болгарки в полевых условиях. Ну, в любом случае способ может быть найден. Но я эти способы все для себя отмел и просто всю резьбу занимаю оставшимися гайками, чтобы влага туда не пропадала. Естественно, все с обильной смазочкой. Продолжаем. То же самое делаем с нижней стороны. Резьба у нас под гаечкой чистая и смазанная. Сейчас проверим, открутится ли. Открутилась. Пальчик не вращается. И даже шестигранник, чтобы держать пальчик, не пригождается пока. Ах, нет, все-таки шестигранник нужен. Завращался пальчик. Все, косточку сняли. Ставим новую. Резьбу на косточке обильно смазываем смазкой и ставим. Так, сильно не затягиваем. Сейчас поставим верхнюю сторону. Смазочки под гайку. Можно поддержать шестигранником, чтобы не провернулось. Пальчик, чтобы не провернулся. И затянуть от души.
Пальчик не проворачивается. Гаечка затянулась. Это у нас чехольчик, как кронштейн, для того, чтобы не болтался провод, который идет к датчику АБС. Надеваем его. Добавим смазочки, чтобы влага туда в резьбу как можно дольше не проникла. И наденем еще одну гаечку, максимально защитив резьбу от внешнего воздействия. Прекрасно. И отсюда еще мазнем. То же самое делаем снизу. А вот и он, больной зуб. Не знаю, слышно или не слышно. Ну, почти слышно. Да, вот кажется, есть. Слышно. А звук в машине был такой, как будто там вся подвеска развалилась, пол машины отвалилась. Также обильно смазки под гайку. Гайкой закрываем всю оставшуюся резьбу. Заодно и за контрагайца не открутится. И отсюда смазочки. Все, стоечка заменена. То же самое нужно будет проделать и с левой стороны. Ничем не отличается. Потом ставим колесо, машину с домкрата снимаем. Все, кому было интересно, полезно, не пожалейте лайк, а также приветствуется подписка на канал и репосты в социальных сетях. Всем спасибо, всем пока.